Всем салют. В сегодняшнем видео поговорим немножко о девушках, да. О них как бы немножко забыли, но они не утратили своей актуальности и очень часто задают вопросы, как качать, в какой последовательности. Вот. Если вы начинающий игрок, да, то есть, соответственно, у вас основные задачи — это прокачка первых девушек, да, которые вам дают в самом начале. Казалось бы, у них половина навыков не боевые, но зато они качаются очень просто, на них нужно немного материала. Сейчас все эти материалы даются довольно-таки просто, легко, во многих ивентах их в большом количестве можно достать даже без доната. Прокачка девушек стала на порядок легче. То есть дальше у вас основная задача — это получить Алану, да, которая нам дает скорость, и прокачать максимально быстро ее. После прокачки Аланы я бы рекомендовал просто по возможности брать в драконе, крутить каждую девушку, до которой у вас нет, открывать их по очереди всех, и потихоньку играть с ними в наперстке, да, то есть, ну, или в карты, кому кто как больше нравится, для того, чтобы получать их бафы, да, которые вот у каждой девушки есть свои бафы, да, которые вот два бафа, получающие не за звезды. Соответственно, получили новую, пока отыграли с ней в наперстке, да, открыли эти два бафа. Следующую берете, опять играете. Так по очереди всех берете для коллекции, всех берете для того, чтобы получить эти, казалось бы, небольшие проценты, но при этом вы видите, да, то есть 8% там к защите, 8% к атаке, или наоборот снижение. И их уже немало, соответственно, уже хорошая прибавка. Потом прокачивать первые звезды, да, то есть до 5 звезд качаются вообще легко. И если не брать последних девушек, да, которые качаются именно исключительно используя письма, да, тут уже возникают трудности. Поэтому прокачиваем девушек без писем и в это время копим как можно больше писем. Когда вы прокачаете всех девушек без писем, подходите и вы смотрите, да, то есть некоторые дают нам на последних звездах, ну, навыки, которые, ну, не прям необходимы для побед. Прям, ну, то есть навыки все необходимы, но, к примеру, очередь похода, да, он нас дает девушка. Это актуально для тех игроков, у которых много прокачанных героев, да, вы все герои уже получили, ну, это там для больших донатеров, и очередь похода вам важна. Если вы много ходите на дома, да, как бы одна очередь похода вам пригодится, но она очень дорого стоит, и за эти письма можно, к примеру, у другой девушки прокачать пару звезд и получить боевые навыки. Поэтому стоит ли вам тратиться на прокачку этой очереди похода в ущерб усиления ваших героев, да, боевых качеств? Потому что ходить на домике, ну, конечно, удобнее ходить там 10 героями или 11, или там, смотря у кого сколько, да, там 12, 13, 14. Ну, это у супер топов. Но стоит ли это того? Я бы, например, не рекомендовал. Я бы все-таки советовал брать и прокачивать боевые навыки у девушек, да, последние навыки оставлять, потому что, ну, здесь очередь похода. Вот я до сих пор еще не докачал этот самый навык, да. Вот рон навыка вражеской боевой машины. Да, это круто, это надо, но по очереди просто иду. Здесь не то, что я там ее не качал, не выбирал. Где-то, например, если выбирать между очередью похода и уроном навыка, я бы, наверное, выбрал бы все-таки снижение боевой машины до урона нанесенного. Потом бы качал очередь похода. Но у меня нет было такой возможности выбирать, да, то есть я по очереди качаю, сейчас вот докачаю, получу, и, соответственно, следующую девушку буду качать с нуля и до конца. А если у вас есть выбор, то в данном случае вот лучше прокачать снижение урона машины, да, то есть это поможет вам в бою. А очередь похода помогает вам в фермерских вариантах. Ну, то есть добыча больше ресурсов, добыча там больше ходить на домики. Это все настолько не актуально, да, то есть исключительно на мой взгляд, да, то есть возможно кто-то занимается фермерством или там ходит на домики по 1000, по 3000 в день, да, соответственно ему, значит, важнее будет очередь похода. Также там есть у нас навыки, которые дают мораль, да, вот тут мораль гораздо важнее, к примеру, получить. Вот мораль вражеский солдат 10, минус 10, да, это вот хороший навык.
Здесь у нас вот на 5% снижение шанса срабатывания навыка вражеских солдат. Ну, 5% это немного, да, у нас там два таких похожих навыка, но тратить тоже много писем. На это не стоит. Вот дошли до этого последнего навыка. Качайте следующую девушку, да, усиливайте ваши боевые навыки, а потом вернетесь к этим 5%, когда накопите письма, когда закроете всех девушек полностью. То есть вот такой последовательность. Получили девушку, прокачали там 5-6 звезд, да, 7. Получаете новую девушку, да, доиграли с ней в письма, опять ей поднимаете 5, 6, 7 звезд, да, то есть там где небольшое количество писем нужно. Получаете следующую и качаете, а потом уже возвращаетесь назад, да, и закачиваете эти дорогие письма, потому что там по 300 писем, да, вот сколько вот, сейчас вот покажу. У нас последняя девушка требует поднять звезд, да, вот у нее нужно 384 письма. За 384 письма там до 5 звезд можно поднять, по-моему. Ну, то есть, или получить, как бы, ну, в данном случае большой прирост, да, то есть 25%. Ну, или очередь похода за такое количество писем, или же там прибавка 5 звезд атакующих навыков, да, там вы получите и магический урон, там, к примеру, магическую защиту, и там и лидерство некоторые дают на 5-й звезде, да, то есть, на мой взгляд, это гораздо важнее. Поэтому смотрим. Качать можно, ну, то есть, если вы сейчас качаете не как я вот получили и с нуля качаете, а если вы начинающий игрок, да, у вас большое количество разнообразия, вы теряетесь. По поводу того, какая лучше там из этих оставшихся девушек, да, то есть вы когда вкачали нашу самую любимую, нет, это не она, где наша? Вот. Алану качали, да, то есть качать каких других девушек, тут уже нужно смотреть по тому, как вы воюете, да, то есть если вы играете через физические войска, да, скачайте девушки, которые увеличивают физ-атаку, физ-защиту, через магов магических, да, соответственно, важно поднимать и лидерство сейчас, да, стало, то есть оно дает там свои бонусы, да, то есть у вас больше отряды, соответственно, больше мощи, больше ультующий герой наносит урона, вот, тоже, ну, лишним не будет. Соответственно, здесь уже каждый должен решать для себя. Стратегию разрабатывать и от того, какими героями он играет. Если вы играете там варваром, да, то есть ему не так важно. Соответственно, вам нужно смотреть на тех женщин, которые дают нам больше физ-атаки, физ-защиты или маг-защиты. И прокачивать эти навыки в первую очередь. Все довольно-таки индивидуально, но вот в целом смотрим, выбираем и качаем вот по очереди, да, то есть получили женщину, прокачали и стараемся поднять до 5 звезд, потом следующую, потому что после 5 звезд очень дорого качать и рентабельность падает. На этом, я думаю, все. Если будут вопросы, задавайте.